21:00 Красноярска, 17:00 Москва, Санкт-Петербург и Ялта, 23 часа во Владивостоке и полночь в Токио. Это программа «Воскресный разговор». Здравствуйте. Пока мы с Ильей будем здороваться, пожалуйста, оцените звук, изображение, идет ли что-либо от нас, дабы мы не сработали впустую. Ильи, приветствую. Привет, Володь, привет. Сегодня мы, как и обещали уже давно, и пора бы обещание сдержать, говорим о мастерской, где производятся все те замечательные модели, которые стоят у Ильи Ализаде из города Ялты за спиной. Мы вчера разбирали, какие что там лучше поставить, и вот, пожалуйста, рассматривайте. В Красноярске сегодня было минус 20, достаточно прохладно. Вот, пробежался сегодня по морозному воздуху. Енисей, в всяком случае, Абаканская протока, которая здесь у меня во дворе, замерзла, и как бы достаточно прохладно. Сейчас мы поздороваемся с Ильей, и я поприветствую зрителей в студии. Или как погода в Ялте? 5 градусов тепла. Сегодня вообще прекрасная солнечная такая погода была. Вчера прошелся дождь. Снега нет. Такая комфортная погода. Все великолепно. Для зимы это прямо супер. Понятно. Итак, с нами сегодня на стриме в зрительном зале. Александр Смирнов. Ура, заработала. Саш, ну куда оно денется? Оно у нас всегда зарабатывает. Кстати, насчет заработала, собираю на новую поездку в Санкт-Петербург. Обратите внимание на донатер и посылайте сообщение на экран, дабы моя поездка имела успех. Федор Николаевич, ну с наступившим нас. Имеется в виду Новым годом, да. У нас не было новогоднего эфира, обычно я его провожу, но тут в этом году новогоднего эфира не было по некоторым обстоятельствам, поэтому, да, с наступившим нас. Это первый эфир 24 года и первый эфир 3-го года вещания. Алексей Теличко, приветствую. Да. Также хотел всех поздравить с наступившим Новым годом. Наших и всех моих знакомых, друзей и наших форумчан тоже. Ну и красноярских тоже людей всех тех краев. Да. Извини, Володь, тебя перевел. Ничего страшного, в принципе, вполне себе нормальное вступление. Дело все в том, что нас сейчас смотрят две аудитории, собственно говоря, вы, Арсен24, которые здесь постоянно присутствуют, и и пользователи и сообщества RC Submarines.ru, которое представляет Ильи. Так, с нами еще Алексей Теличко поприветствовали. Алексей, приветствуем. Андрей Архипов, всем привет, Владивосток не спит. 24 часа, извини, 24 часа во Владивостоке. Александр Смирнов, звук норм, картинка тоже. Ну, ребята подтверждают то, что звук и изображение у нас идет нормально. Евгений Шорохов, всем привет. Женя, привет. Вид, здорово. Ну, тебе тоже здорово, не болей. На данный момент у нас на борту 7 пассажиров, уже 8, и мы, наверное, начнем. План работы сегодня такой. Ильи хоть и находится у себя дома, но разговаривать мы будем о мастерской
И чтобы было о чем поговорить, сначала мы предлагаем вам небольшой ролик, который Или снял в мастерской. Суть работы следующим, ребят. По ходу пьесы, ну, в смысле ролика имеется в виду, задавайте вопросы, мы нажимаем на стоп, обсуждаем их. Помимо ролика дальше будут фотографии с той же самой мастерской, где мы расскажем, не мы, Или расскажет о том, что здесь изображено, почему это так, задаем вопросы, обсуждаем. Ну и дальше уже куда нас кривая вывезет. Основная задача это наша рассказать о том, где строятся модели, как они строятся модели, какие технологии применяются. Возможно, некоторые из вас имеют опыт, желание, либо знание делать это самостоятельно, либо понимает о том, что это все делать самостоятельно не имеет смысла, имеет смысл просто заказать какие-то узлы, детали, агрегаты, либо готовые корпуса в Ялте, и вам это все дело построят. Либо по имеющимся спецификациям, которые... Спецификация и ссылки на продукты у нас в описании стрима, пожалуйста, можно там с ними ознакомиться. По ходу стрима мы еще будем обращаться к этим ссылкам, рассказывать о том, что это за товар, либо это услуга, и обсуждать эти все вещи. Так, чат живет своей жизнью, но мы, наверное, или посмотрим видео. Сейчас запустим. Да, давай, запускай ролик, а там уже видно будет. Да, там что-то еще есть сказать, а то я включился так. Ну, сказать всегда есть. Это ж мы встретились, это же я давно обещал рассказать про свою мастерскую, так как обещанное надо держать, сам понимаешь, это самое. Ну и вот это было поводом, чтобы уже наконец это все дело нам произвести. Я почему так долго, мы же еще в прошлом году, по-моему, или в октябре, или в сентябре даже это говорили. Просто много делалось там, она ж, эта мастерская недавно только ввелась в строй. В процессе переоборудования была и стройки. И вот эта причина, почему она не... Я так, ну, с задержкой такой это все дело показываю. А так, в принципе, уже есть что показать и есть о чем поговорить. Хорошо, тогда сейчас мы как раз и поговорим о том, о чем мы хотели поговорить тебе на мастерской. Посмотрим ролик, дальше уже обсудим как и само помещение, и его оснащение. Итак, ребят, небольшой ролик, пожалуйста, его отсматриваем и по ходу ролика задаем вопросы. Ролик снимал Элика по моей просьбе снять мастерскую. Как только ролик закончится, мы объясним, почему мы говорим о мастерской, не о мастерской. Есть тому объективные причины, но это уже после видео. Сейчас смотрим видео. Сейчас, если появилась у всех заставка видео, пожалуйста, отпишитесь в чатике, что сейчас видим как минимум статическую картинку, вход в мастерскую. Если все окей, то мы запускаем. Так, ждем обратную связь. Я пока не вижу, что у меня показывает. Ага. Вот сейчас должна появиться. Сейчас, секундочку, ребят. Подгрузится большой файлик.
Черный экран, Максим Филяков. Сейчас все будет, ребят, сейчас. Секундочку. Так, все, заставка появилась. Итак, смотрим ролик о мастерской Ильи в городе Ялте. И вот дальше уже слушаем, что говорит автор. Наша мастерская, добро пожаловать. Вот. РЦ Субмарин. Мастерская, ну, она же лаборатория наша. Вот, значит, мастерская разделена на рабочие зоны. Я сейчас объясню, какие. Вот здесь находится несколько рабочих зон. Значит, самая основная рабочая зона — это где находятся станки. Вот. Зона принтеров и ЧПУ станок здесь находится. Вот. Зона, рабочая зона, где собираются наши изделия, такие как ВПЦ, балластные цистерны, электроника. Вот. Ну и, естественно, рабочий стол. Рабочий стол. Вот такой вот. Также еще имеется рабочий стол на улице. Вот там видно. Это для каких-либо покрасочных работ, либо шлифовальных, которые от которых, ну, да, допустим, изделие какое-то нужно, которое содержит много пыли, стружки и так далее, которые нежелательно делать внутри помещения. Также еще находится стенд слесарных инструментов. Здесь молотки, пилы, ключи какие-то там. Вот, ну, такие, которые необходимы при слесарных работах с материалами из дерева, из металла и пластика и так далее. Также, значит, у нас вот находится огромный шкаф с разными принадлежностями, материалами, красками. Я сейчас подробно все объясню, покажу немного позже. Давайте начнем с зоны. Да, также внутри мастерской находятся полки на стенах. Ну, они так интегрированы с корпусами моделей, на которых расположены корпуса моделей готовые и только вылитые, вот, которые стоят, ждут своей участи. И так же самое с другой стороны. Вон уже готовая модель виднеется. Вот. Так, ну давайте я вам покажу ЧПУ станок. Вот здесь, значит, у нас вот такой станок. Значит, он рядом расположен ноутбук, который обеспечивает программным обеспечением его. Рядом с ЧПУ находится 3D принтер. Вот он такой вот.
Вот такой. Ну и вот специальный шкаф с готовыми моделями. Уже тут катер гоночный, буксир наш рабочий, который вот используем при запусках. Ну и вот здесь вот такие корпуса еще не начатых моделей. Так, Ильи, у нас есть вопрос. Алексей Теличко спрашивает. Это твоя основная работа или есть другая? Основная работа. То есть вот основная работа, и это твое предприятие, твоя компания, на которой ты зарабатываешь, правильно? Да, 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 да. Все понял, смотрим дальше. Рубки разных проектов находятся. Вот здесь можно видеть. Вот. Дальше, значит, здесь покрасочные материалы, пигменты различных красок, аэрограф у меня находится вот здесь вот такой вот. Дальше, значит, начинается зона, рабочая зона, где расположены станки. Вот здесь точильный станок, вот такой вот небольшой. Значит, рядом находится шлифовальный станок. Вот он перевернут и струбцинами прижат к столешнице. Дальше, значит, еще один шкаф находится, значит, тоже там модели вон виднеются какие. И материалы расположены, какие-то коробки с принадлежностями. И виднеются вот колбы, заготовки колб с акрилового стекла. Это специальные для ВПЦ разных диаметров. Вот такие вот. Дальше, значит, расположен сверлильный станок. И вот виднеются за ним там листы ПВХ. У меня расположены листы фанеры 6-8 миллиметровой. Вот. Стенд большой с инструментами, надфиля, напильники, различные сверла, вот тут разных диаметров. Вот здесь еще есть миниатюрные сверла, там меньше 1 миллиметра и так далее. Тут метчики, всякая мелочь. Ну вот здесь расположен самый основной станок, это токарный. Значит, токарный это марки Jet, называется BD3. Значит, вот этот вот станок, он миниатюрный, настольный такой вот. Почему выбор пал на него? Потому что он во-первых, мало места занимает, очень компактный и бесшумный. По крайней мере, ну вот я сейчас его включу, и вы послушаете, как он работает. Вот и все. Вот и весь его шум. Ну, для меня это по состоянию здоровья, это очень важно. Значит, я его когда покупал, значит, потом к нему докупалось еще много всяких принадлежностей, всякие там приспособы, патрон для сверления, эти центра
такой фиксированный, вот, и вращаемый центр. Это для изготовления, ну, допустим, пушечных стволов для моделей и так далее. Также был приобретен двухрезцовой держатель, потому что в базовой комплектации он вот одинарный идет. Ну, вот такой, в общем. Набор метчиков и плашек. Вот у меня есть такой миниатюрный. Я его часто использую. Вот. Дальше вот интересный такой станочек. Это такой патрон. Такой, ну... Или еще один вопрос. Александр Смирнов спрашивает. Резцедержатель на 2 резца тоже джетовский? Да, это он как опционально был приобретен впоследствии. А сначала в базовой комплектации на держатель на 1 резец. Ну, он показан там. Угу. Понятно. То есть джетовский докуплен опционально 2-м, а в стойке в комплекте был для 1 резца. Да. Угу. Хорошо, смотрим дальше. Он прикручен к столу. И привод с двигателем. Ну, такой вот патрон. Это для обточных работ, допустим, стволы какие-то точить с дерева или с пластика и так далее. Шлифовать. Очень нужное и очень, как я вам скажу, как бы сказать, очень для судомоделиста вещь очень нужная. Вот. Ну и рядом вот здесь, значит, специальный станок. Это лобзик электрический. Вот такой вот он. Болгарка виднеется. Вот. Вот такой. Значит, здесь у меня тиски расположены. Миниатюрные, слесарные такие тиски. И более помощнее такие для работы с металлом. Под столом расположен компрессор. Здесь у меня вот такая вот для покраски специальные ящики, где хранятся покрасочные все инструменты. Также внизу расположены краски, клей и так далее. Вот здесь вот все это. На стеллажах внизу, вот вы видите, находятся матрицы, в которых выклеиваются корпуса. Вот серая — это уже готовое изделие, а темная — это вот сама матрица. Ну, она из 2 половинок состоит и скручена между собой, чтобы она не вело ее. Ну, вот такое вот. Значит, идем дальше. Вот здесь, значит, сверлильный такой станок, лобзик стоит. Такой вот для работы с деревом. И сверлильный станок. Почему такой? Ну, как бы я с него начинал, уже он как бы приспособился к нему. Он очень точный, точно сверлит. Ну и он мне удобный, вот такой вот. Дальше здесь находятся все слесарные инструменты. Ну вот вы видите, вот такая планка, которая к стене прикручивается и так далее. Тут же вот список, здесь вот если видно, список с размерами. Здесь разные проекты, вот, которые у нас есть, наборы. И это размеры валов, которые надо отрезать, и, ну, чтобы на рули, допустим, стабилизаторы ставить, ну и так далее. Чтобы вот в таком виде. Вот. Дальше идем, значит, начинается рабочая зона.
Здесь вот такая вот расположена консоль. Вот полки вот в таком расположении находятся. Значит, на них установлены модели готовые, ну и готовые, и еще которые делаются. На полках, значит, хранятся передатчики разные. Вот здесь, в этой стороне, значит, находятся краски, всякие там растворители, ну, в общем, лакокрасочные дела. Вот. С этой стороны, значит, клей всякие, ну, в общем, вот такое вот все. Да, и вот переходим к самой основной рабочей зоне. Здесь, ну, она вот такая длинная, широкая полка, на которой расположены такие вот маленькие ящички с различными принадлежностями и, ну, допустим, вот здесь самодельные передатчики, которые мы делаем. Вот, значит, в центре находится вот здесь паяльная техника, оборудование. Вот здесь паяльная станция с феном, микродрели, бормашинки и так далее. Вот интересный, значит, интересный прибор. Это, значит, регулируемый регулятор напряжения для паяльника. То есть паяльник включается в розетку и регулируется вот этим потенциометром. То есть регулируется мощность его. Очень нужный прибор. Для чего? Для того, чтобы когда много времени занимает пайка, чтобы не перегревался паяльник. Вот. Потому что он когда перегревается и некачественно тогда паяет и так далее. Ну, я вот для себя такое вот вывел положение. Для меня это очень нужный и очень нужный прибор. Вот. Ну, дальше, значит, вот здесь проекты разные, всякие там детали моделей. Вот такие вот. На столе, вот видите, балластные различных размеров. Тут всякие детали, из которых собираются ВПЦ. Вот здесь вот готовое уже вот лежит. Ну и вот виднеются корпуса моделей каких-то там. Ну, также большой органайзер с различными там болтами, шурупами и так далее. Тоже вещь нужная. Ну и музыкальный центр, чтобы не скучно было. Вот. Ну, здесь, в общем, ничего там больше такого нет. Да, вот, значит, что я и обещал вам показать. Большой ящик. Ну, не ящик, а шкаф, на котором расположены все наши компоненты и составляющие, из которых все делается, все оборудование для моделей. Вот такое вот на полках вы видите разные. Вот, допустим, здесь приборы, находятся аккумуляторы, пробники разные для электроники, моторы, насосы там, зарядные, всякие дела для этих. Дальше ниже для балластных цистерн, заготовки деталей. Вот. Ну и внизу, вот если
присмотреться, вот такие вот большие ящики, вот с такими, вот с таким, с проектами, где тоже хранятся детали. Или тут под конец ролика еще есть вопрос. Александр Смирнов интересуется. Помещение съемное? Нет, это мое личное помещение. Оно рядом с основным домом находится. Ясно. Помещение в собственности несъемное, то есть ты собственник помещения. Конечно. Все понял, смотрим дальше. Для каждого проекта модели, вот в каждой такой коробочке находятся его детали от этого проекта. Вот, допустим, вот такие вот рули. Ну, разные. Детали разные, проекты разные, от каждого проекта свои есть детали. Также еще можете видеть вот эти вот мои все формы силиконовые, из которых вот выливаются некоторые детали ВПЦ, балластных и корпусов. Детали для наборов, для разных там грибные винты, ну и так далее. Вот здесь тоже есть специальные такие эти формы. Здесь уже кейсы, органайзеры, тоже с деталями, там целая куча всяких там разных. Вот здесь детали крышки, вот эти оконечные, с наборами вот таких вот переборок. Вот эти переборки, они делаются на ЧПУ. Вот. И под разные это. Тоже интересная вот коробка с разными винтами пластиковыми, которые мы сами делаем, отливаем их из смолы. Вот. Ну там больше всякие там расходники, скотчи и так далее. Ну вот, в принципе, и все. Вот, в общем, такая у нас мастерская. Здесь максимум может поместиться 2 человека. Ну, обычно я здесь сам работаю один. Вот. Если надо, в основном с электроникой работа, сборка ВПЦ, балластных. Вот. По корпусам, обработка корпусов, наборов, она происходит на улице, на уличном верстаке. Ну вот, спасибо за внимание и удачи всем. Итак, мы закончили просмотр видеоролика по мастерской. Вопросы были, и вопросов было не так много, но все-таки кто-то что-то спросил и для себя выяснил. Так, по ходу в роликах были комментарии. Евгений Шорохов написал, что все есть, делай, клей, режь, точи, красота. Александр Смирнов увидел лодку Вальтера, попросил позволение спереть несколько идей по размещению, имеется в виду размещению этих оборудования. Ну и в конце написал, чтоб я так жил. В общем, понравилось. Или каких размеров помещение, так вот, на взгляд, не все могли оценить, каких размеров, какая площадь? Ну, я тебе так скажу. Мастерская — это довольно-таки новое у нас здание, оно недавно только построено, еще не, это на начальном этапе оно. Это вот как, помнишь, мы с тобой говорили, почему мы не там находимся, потому что там Wi-Fi слабый, там компьютер, интернет не работает нормально, то есть
он слабенький такой, мне хватает только лишь для просмотра там отдельных этих. А так для видеотрансляции она не пойдет. Помещение, значит, 4 метра в ширину, 6 метров в длину. Оно, значит, там стоит кондиционер, теплое помещение, и еще снаружи я его утеплил пенопластом. То есть оно такое капитальное, можно сказать. Это помещение строилось сразу как мастерская, либо уж какие-то были другие планы, ты просто... Не, это строилось именно вот под мастерскую. Вот. Оно еще не до конца, значит, достроенное, там не достроена вытяжка, вот, и кое-какие там полки, дополнительные еще полки для корпусов, для готовых корпусов моделей, потому что не хватает места. Ясно. То есть помещение свое, строилось под мастерскую, есть место, есть время. К тому же, я так полагаю, что погода в Ялте позволяет достаточно длительное время работать на улице, потому что если бы у нас здесь в Красноярске было плюс 14, это было бы достаточно тепло. Я бы точно вылез на свою мастерскую, но у меня там сейчас минусовая температура, поэтому сижу работаю. Все работы проводятся в мастерской, именно от помещения, или что-то ты делаешь вне? Я сейчас объясню, это надо пояснить. В мастерской я работаю над электроникой, вот, ну, такими непыльными вещами. Допустим, сборка ВПЦ, балластных, электроники, радиоаппаратуры. Вот. Ну и такие, на токарном станке работаю. Ну, естественно, ЧПУ и 3D принтер. А уже работы над корпусами, шлифовка, выклеивание в матрицах, покраска, это все идет на улице. Там 2 верстака находятся, 1 стол и 1 верстак. Вот на этом верстаке я и работаю в основном. Угу. То есть все, что пыльно и все, что токсично, ты пока что работаешь снаружи. Да. Ну, планировалось так, что сделать такую вытяжку, и она будет все вытягивать на это. Но потом я от этой идеи отказался. Понятно. А при покраске на улице это все, что с улицы пыль, там она не прилипает к поверхности? Там, или как-то ты там отгораживаешься от... Нет, она абсолютно не прилипает. Там у меня все чисто, и сверху я еще сделал козырек такой вот, если мы потом фотографии будем разбирать, или сейчас покажи эту фотографию первую, там видно. Сейчас мы переключимся тогда сразу на фотографии. Да, покажи, и все люди поймут. Весь сразу. экран, и мы переключаемся на фотографии мастерской. Так вот, с последней фотографии начнем. Вот эта фотография. Да. Вот видно этот козырек, покажи козырек. Так, вот козырек, вот он вверху виден. Вот. Да. Он как раз такой очень хорошо защищает, допустим, от дождя, допустим, или от какой-то сырости и влаги, не дает, когда покрасочные работы. Ну, а в основном покрасочные у меня еще я в гараже большие, если большие объемы, я там крашу. У меня еще гараж есть отдельно. Вот. В гараже я занимаюсь большими, если, допустим, типа тайфуна и так далее, большие корпуса, я там крашу. А здесь это такое вот все небольшое, негабаритное. Если можно видеть, рядом с левой стороны, вот покажи людям, это я поддон такой приспособил он как испытательный бассейн для ВПЦ и балластных цистерн для испытания. И для маленьких миниатюрных каких-то моделей, типа Дельты или Касатки и так далее. Вот. И вот этот верстак, где кресло стоит, вот этот верстак, это мой основной рабочий. Я там шкурю, точу,
шлифую, ну и так далее, обрезаю, в общем, на этом верстаке. Ясно. Так, ну тут сверху у нас еще там автомобиль стоит, да, то есть это как бы что-то типа цокольного этажа у тебя, да? Да, да, ну там площадка под 3 машины, так вот они, это вход на участок там просто. И он же как продолжение вот этой вот заезда, и получилась такая как бы само по себе такое место под строительство мастерской. Мгм. Ну Она тут, длинная такая, она 4,6 метров длиной такой. да, накрытая там еще там Да, посадка, да? там еще крыша сверху. То есть Мгм. он теплый. И это крыша, ну, для машин. Так, и справа тут у тебя кондиционер стоит, вот смотрю. А справа, да, видно вот этот кондиционер, да. Кондиционер в прошлом году мы установили на него. То есть он у Ну, тебя работает и на отопление, да? да, на отопление, и я его иногда включаю летом на охлаждение, Ну, когда жарко. летом понятно, в Крым все-таки не Да, кра- жара, там иногда включаю. У нас бывает, правда, в Красноярске тоже хочется включить кондиционер, но это желание пропадает через 2-3 недели пика температуры, потом становится опять все нормально. Так, ну тогда, раз мы фотографии включили, давайте посмотрим следующую Да, фотографию. да, да. Это внутренний общий вид, расположение, стеллажи, полки, да, что тут мы, в ролике мы уже слушали. Так, что здесь прокомментировать можно, или я что-то теряюсь, что у тебя где? Ну, здесь у меня разделено все на рабочие зоны. Первая с левой стороны – это рабочая зона, где я ВПЦ собираю для электроники, грубо говоря. Сейчас, вот они, ВПЦ у тебя, да, и Да, 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 есть да. Вот эти балластные. балластные там лежат. Мгм. Такое, что вот не пыльное. Вот. Ну, там модели и все такое. Инструменты для паяю там, да, электропаяльники и так далее. Дальше пошла зона уже станков. Там тиски у меня, сверлильный станок. Ну, мы все видели на ролике это, вот этот вот. Дальше объяснять-то, что, У меня по-моему, точно такая же дрель и точно такое же приспособа для сверления. Вот тоже ДВТ дрель. ну, я почему его как бы использую, потому что он очень точный и удобный мне для сверления очень тоненьких, малого диаметра, среднего и миниатюрного вообще. Там меньше единицы я могу на нем сверлить. Понятно, Проксон отдыхает. Мы используем перфоратор ДВТ на подставке. У нас все классно. Нет, ну это понятно, но если тебе надо 90 градусов точно просверлить, ты никаким проксоном не просверлишь. Это все надо в станках сверлиться. Точность. Да, тут уже без вариантов, конечно. Так, лобзик. А, кстати, а какие работы ты лобзиком делаешь? А очень большие. Допустим, распиливаю ПВХ на нем, пластик, оргстекло. Ну, естественно, подставки делаю под модели из фанеры. На нем делаю я. Это очень вещь, ну, обрезка вот этих вот деталей, которые я отливаю из смолы, тоже на нем. Это просто незаменимо. Это должно быть в любой мастерской или дома даже. Допустим, кто собирает модель. Ну, я как-то планировал, что-то у меня пока такой станок не появился. А ленточные пилы у тебя нету, ленточки? Не, ленточной пилы нету. Она, в принципе, у меня ручная пила такая, даже две пилы, ножовки. Мгм. Одна пила и две ножовки по металлу вот такие. Одна ручная ножовка такая миниатюрная. Ясно. Дальше что у нас? У нас тут джет. Ну, токарничек такой был, значит, выбор между шестой моделью или пятой, я уже не помню, и вот этой троечкой, которая у меня стоит, вот эта
тройка, остановился на тройке, потому что малошумный он, компактный, а мне, в принципе, он больше, я, можно сказать, больше 10 миллиметров диаметром ничего не делаю на нем. Он для миниатюрных дел таких годится. Для больших он, ну, большого диаметра, я имею в виду, заготовки точить, более 10. А для более 10 он уже нужен другой уже станок. А для таких миниатюрных этот вот милое дело, этот станок. Ясно. Тут спросили, что за лобзик у тебя? Энхель. Фирма Энхель. Вот. Энхель, вот он, ага. Энхель, да, Энхель, ну, понравился мне такой. В принципе, любой марки пойдет. Его назначение, лишь бы он пилил. Ну вот уже сколько, лет 10 он у меня, он нормально еще работает, без проблем вообще. Угу. Есть обороты, регулируется скорость распила и все такое. Здесь наклон стола и так далее. Очень хорошая вещь для мастерской. Ну вот, обороты. Вот, да. Обороты, вот эта красная ручка. Стол можно под любым градусом. Но он, в принципе, не нужен. Он мне постоянно на 90 стоит. И все. У него даже вот отверстие внизу под пылесос или под этот, какой-то там этот есть, под мешок. Но я его не использую. Он такая пыль не особо пыльная у меня. Пластик, дерево. Угу. Дальше сверлилка тоже джетовская. Ну, сверлилка, да, это для более таких вот, для более крупных таких вот дел тоже вещь нужная. Вот я обращаю внимание на точильный станок, вот это он зеленый, вот он перевернутый, ну, вверх тормашками и прикручен струбцинами к столу. Очень нужная вещь. И, кстати, там мешок вот этот вот, где пыль собирается, вот черный, да, вот она. У меня был другого типа, но остановился вот на этом. Почему? Потому что его можно прикручивать к столу, чтобы он не телепался, не этот. Я на нем все фанерные вот эти вот, все подставки, все вот это шлифую и так далее. Все детали, которые из дерева, из пластика. Так, вопросы продолжаются по лобзику. Сильно, говорит, тебя вибрирует лобзик? Он вообще не вибрирует, но шумит. Надеваю наушники, когда работают. А так никаких нареканий. Тоже регулятор там стоит. Больше-меньше. Отлично работает. Угу. Так, что у нас заточной? Ну, точило, ну, сами понимаете, точило нужно для сверла подтачивать, в общем, вот такое. Шпильки, шпинделя я на нем обтачиваю, конусы. Это, ну, в общем, вот такой. Болтики маленькие, шпильки подтачиваю там, ну и так далее. Недавно купил, в прошлом году приобрел. Да, видно. Тоже фирмы Энхель. Да, вот видно, что вот Е. Ага. Я говорю, что любая фирма она нормально все работает, без проблем, без нареканий. Так. Никакой этой. Внизу вот виднеются эти матрицы, вот они вот такие. Но они у меня все скрученные, болтами сжатые, чтобы их не вело, я их скручиваю. Правильно, мы тоже так их храним. Скручиваю, потому что если их оставить в раскрытом состоянии, бывает из-за разницы температур их ведет. И поэтому вот храню их вот так вот. Угу. Там дальше электрорубанок или пила, что там у тебя зеленое на ящике стоит. Это это пила, электропила, но это для больше сын занимается у меня. Это я не по работе его использую. Это так где-то большие. Это еще остался, когда мы пилили с ним полки делали. Это же вот все полки, это мы все сами делали. Угу.
Это не покупные. Кстати, вот эти столешницы, столы тоже мы с ним делали все сами. Здесь все. Вот эти вот балки, верстаки тоже мы варили и потом уже прикручивали снизу эту столешницу. Столешница 14 миллиметров фанера, покрыта лаком. Да, видно, ага. То есть вся мебель, весь интерьер полностью собран самостоятельно, да, самодельно? Ну, не все, но в основном, кроме вот этих вот ящиков да стеллажей. Мгм. Там он буксир какой-то, корпус. А это еще корпус Ой. еще с незапамятных времен остался. Он так вот времени не хватает его это. Он не он не для продажи, а просто для себя. Буксир вообще нужен как вспомогательное средство при запусках. Вот у Вот у вас. нас основной буксир наш рабочий. А тот, ну так вот, когда-нибудь, может, доделаю. В общем, вот такое вот. Понятно, так, для души. Ну, тут катер, там Ну, это вертолет. гоночный тоже, это так, для души, для своих целей. Это не на продажу. Понятно. Ну, это просто вещи, которые есть в мастерской. Так, ну у нас Да, это вещи, которые лежат, и они как бы там живут. место у них там, гнездо. Да, да, Так, да. ну вот следующий шкаф. Ну, давайте его отсюда сверху. Ну, здесь этот шкаф, рабочий шкаф, здесь у меня все, что касается продукции нашей, все там находится, и это. Оно пока еще вот это вот в таком хаотичном, если видно, состоянии, ну, может быть, в дальнейшем перейду на органайзеры такие вот для крепежа и так далее, фирменные куплю. Ну, пока вот в коробочках все сохраняется, пока мне это устраивает. То есть оно все, естественно, должно быть в каких-то таких фирменных коробочках, но оно пока вот в таком состоянии. Это вот ты показываешь с близкого расстояния, это вот радары для варшавянки, по-моему, это. Да, Это вот так они ставятся на пластилин и в таком состоянии кисточкой красятся. Ну, грунтуются. Я их так грунтую. понятно. Так, ну, Здесь все детали, все эти посуда для выклеивания, работы с эпоксидкой, скотчи и так далее. Ну, вот что должно быть. понятно, не выкидываете эти из-под йогуртов упаковку. Не-не-не, оно как раз вот такие вот из-под баночки, это как раз они вот для этих целей. Первое время одноразовые стаканчики покупал, но потом отказался от этой идеи, потому что они слишком легкие и все такое. Да, А это более жесткие, более крепкие. они хлипкие. Хлипкие, да, хлипкие. Тоже пробовали, тоже не понравилось. Так, ну здесь лакокраска и детали от проекта 705, 949, Да, это 641. все детали в этих коробках находятся. Чтобы уже не было такого, ты не знал, где у тебя что лежит. А по проекту, чтобы оно было распределено четко, все по проекту. Чтобы надо тебе, допустим, какой-то проект, ты раз эту коробку вытащил, и все, и чтобы не путаться. Самое главное. Тут даже рукавицы рабочие. Ну, кто... Это рукавицы, да, это постоянно не нужны, и чтобы в гараж не бегать 100 раз, я здесь ложу, и когда надо, их беру. Это все крепеж, там вот все рабочее такое, это все. Понятно. Дальше тут чуть-чуть зацепляем стенд. Ну, чуть-чуть зацепили стенд. Это такой, у тебя где-то там фотография есть. Поменяй ее. Вот он. Да, вот она. Ну, это такое, это в основном для сада. У меня там сад большой. Ну, такое, молотки, пилы, вот Топор. рашпиль, да, топоры. Вот виднеются два интересных таких инструмента с синими ручками. Покрупнее сделай. Да, вот они. Это для обжима клемм. Ну, на проводах клемники, это фирменные такие эти самые. Это когда я для ВПЦ навигационные огни вот эти вот там
вывожу, я вот это вот ими пользуюсь. Вот. Ну да, удобная штука для жима. Обжима это только это, потому что другая ничего не это, никак не сделаешь ты это сам.